Итак, мы почти в центре города, но уже посмотрите, как здесь круто. Различные музеи, исторические здания, парламент, государственные здания разного типа. Все находится в центре и в пешей доступности. То есть за полдня я практически обошел все самые известные достопримечательности. И на вечернюю прогулку просто приехал немного в другой район, но тоже близкий к центру. Я вам сейчас скажу, как называется. Карлсплац. То есть это получается площадь Карла. То есть попытается, может быть, как-то меня обнаружить. Так. Можно вот сюда сходить. Мы еще здесь не были. Так. Вот даже, наверное, вот как-то надо насквозь пройти. Вот там вот есть площадь, на которой мы еще не были. Вот ее, я думаю, стоит посмотреть. Вечерних, да, вечерних огнях города. И я думаю, что можно будет еще найти место перекусить. Ну а дальше посмотрим, как у нас будет настроение, силы, чтобы продолжить прогулку здесь, в Вене. Потому что завтра мы уже едем в Чехию, в Прагу, чтобы провести там уже несколько дней в прекрасной атмосфере. Гранд Кафе. Очень симпатичное место. Вот ты, посмотрите. Я думаю, мы сейчас пойдем туда, посмотрим красивую достопримечательность и изучим ее историю. Сейчас разработаем маршрут. Ух ты. Католическая церковь Карлскирч. Кирке. Карлскирке. Bitte sag ja, was gemacht hast. Ja. Bitte sag Nowadays, am I right? Интересно, у них автобусы тоже по трамвайным линиям ходят? Сейчас посмотрим эту красивую католическую церковь. Как бы лучше к ней подойти? А, там есть тропинка, сейчас по ней пройдем.
О, здесь даже есть вечерний парк. Прогуляемся. И потом сразу выйдем на центральную площадь. О, здесь даже есть удобный переход потом на центральную площадь. Скорее всего, в ту сторону потом пойдем. Парк напоминает Централ Парк в Нью-Йорке. И вообще у них тут очень много таких парков разбросано по центру города, где вы можете посмотреть исторические здания, правительственные здания, почитать историю, взять экскурсию. Ух ты, смотрите, какие колонны. Ну а теперь давайте немножко истории. Выглядит просто великолепно. Даже нет, я бы сказал, это выглядит масштабно. Итак, Карлова церковь. Эта церковь, расположенная в австрийском городе Вена, является одной из наиболее известных барочных построек от слова барокко в городе из одной из самых популярных достопримечательностей. Карлскирхе была построена в 18 веке в честь Карла Борромео, итальянского святого, который был покровителем Шарлотты Австрийской, супруги императора Леопольда I. Строительство церкви началось в 1715 году и завершилось в 1737 году под руководством архитектора Иоганна Берхарда Фишера фон Эрляйна. Внешний вид Карла Кирхи впечатляет своей грандиозностью и сложностью деталей. Церковь имеет высокий главный купол, окруженный двумя боковыми куполами, которые создают узнаваемый силуэт сооружения. Фасад украшен статуями, колоннами, а также различными декоративными элементами. Внутри Карлкирхи особенно внимание привлекает огромное фресковое покрытие, а также великолепные статуи и архитектурные детали. Круто. Да, масштаб, конечно. Представляете, вот это вживую видеть? Вживую это, конечно, выглядит просто сумасшедше. Особенно вот эти колонны. Как это все возводили?
Очень красивое место. Да? Как вам, ребятки? Напишите в комментарии, насколько для вас Вена потрясающее место. Для того, чтобы совершить сюда поездку и увидеть эту всю красоту своими глазами. Я думаю, оно того несомненно стоит. О, кстати, если вот чуть-чуть назад отойти, то у меня весь кадр возьмет. Смотрите, какой классный будет кадр. Еще раз. Я его обязательно добавлю и в Телеграм, и в Инстаграм, где вы сможете скачать оригинальную фотографию. Невероятно. И здесь вот прям возле фонтана, который сейчас временно выключен на вечернее ночное время, сидят молодежь, разговаривает. Иногда можно услышать родную речь. И чем больше я гуляю в центре, тем чаще я ее слышу, честно вам признаюсь. Ну а мы с вами двигаемся на центральную площадь, где происходит основное ресторанное развлечение. Люди ужинают. Вот отсюда тоже очень красиво получится сделать снимок. Давайте его тоже сделаем. И я добавлю в коллекцию нашего инстаграма «Путешествие по миру». Может, я и не великий фотограф, но зато у вас будет фотография с вашими смежными правами. Можете использовать для своих целей без проблем. Все раздаю бесплатно. Вот на фоне пальм даже как круто смотрится. Смотрите. Проводить вечера в Вене, конечно, огромное удовольствие. Пойдемте дальше. Хотя вижу большую активность в той стороне. Люди идут большими группами туда, поэтому двинем туда. Вена очень культурная столица Европы. Люди здесь вечером выходят в пиджаках, в платьях, особенно пожилые. Для них это свой вайб. Я их понимаю, как вот в такой красоте не выйти, красиво одевшись, да? Смотрите, какие люди. Это называется одеты с иголочки. А вот еще одна. Стоп. Я так понимаю, что это театр.
И видите, все выходят в костюмах. Был, наверное, какой-то либо спектакль, либо концерт. Видите, как мы удачно пришли на его конец. Очень классно. Красиво. Ух ты. По-моему, здесь как раз проходят вечера Моцарта. Играет целый оркестр. Вот я бы на такое сходил. Я очень обожаю слушать музыку вживую, особенно когда оркестр играет. Это очень даже полезно для вашего здоровья. Повышаются вибрации на определенных частотах, и можете прожить очень долгую жизнь, потому что она вызывает определенные эмоции и чувства, которые создают положительные обмены веществ в вашем организме. Я вам честно говорю, музыка очень сильно влияет на гипофиз, и гипофиз начинает производить все полезные, как это правильно назвать, ферменты для вашего здоровья. И вам не нужно даже ни таблеток не употреблять, потому что организм — это огромный производитель медицины. Все, что необходимо, нужно лишь только запустить с правильными кодами, а один из кодов как раз является музыка, правильная музыка, и у вас будет здоровье просто на пятерочку. И он находится прям в отеле Империал. Смотрите, уровень какой отеля. Это театр. То есть можно здесь останавливаться и сразу идти просто спокойно на какое-нибудь представление. Мюзикл. Красота. Вот он, другой абсолютно уровень жизни, к которому стремятся немногие, но есть определенное количество людей, которые все любят в таком духе. Иногда по настроению я даже люблю такие вещи, но они не являются моей истинной сущностью. Можно так в определенные выходные заселиться в какой-нибудь хороший отель, одеться, пойти посмотреть, послушать прекрасную музыку или прекрасный спектакль посмотреть. И все. Итак, мы вновь на центральных улицах Вены. Смотрите, как Империал отель выглядит со стороны. Очень красивый. Сейчас определимся, куда пойдем. Нам желательно там, где можно расслабиться, что-то покушать, выпить легкое. Так. Надо, думаю, в эту сторону идти, потому что в ту сторону идет парк. Все, идем в эту сторону. Там вся движуха. Я даже не могу поверить, что мы сегодня буквально за 5 часов обошли весь центр. И сейчас мы будем замыкать скоро круг. Офигеть! Долбоёб. Так. Сейчас я одну секунду хочу посмотреть, работает ли аптека. Секунду.
Да, я думаю, что Вена для такого прям высшего общества. Люди, которые живут в центре, образованные, они вот любят такую атмосферу. Историческую, классическую. Покушать вечером десерты. Кстати, я бы, конечно, съел что-нибудь сладкое. Сейчас посмотрим, где нам это удастся сделать. Тут уже вот после 9 сомнительно тихо и спокойно. Так, еще раз смотрим карту. Значит, мы находимся, да, мы находимся как раз в центральной части этого района. Сейчас чуть вперед пройдем, и там должно нам открыться много интересных мест, где можно перекусить, потому что многие уже закрываются. Нам это не интересно, мы хотим гулять. Да? Вот, кстати, подходим как раз к месту, где я вижу очень много ресторанов, баров открыто. Сейчас тут где-нибудь и посидим, проведем прекрасный вечер. Какая леди была. Вот они, эти эльф-бары. Очень популярные и очень много людей курят. Но вредная капец. Очень сильно вредная. Так, ну мы вроде нашли место, где можно покушать. Сейчас где-нибудь присядем. Так, в меню есть фотографии и цены. Среднее блюдо стоит где-то 30 евро. 20-30 евро. Нормально. Сейчас разберемся. Друзья, после прекрасного борща с вкусной лепешкой мне это обошлось 9 евро в центре города. Я очень рад, что бывают такие подарки от жизни. Так, сейчас мы настроим немножко камеру. Так. Итак, друзья, мы продолжаем наше путешествие по центру Вены вечернее. Пройдемся еще по нескольким местам, сколько у нас хватит времени. И затем сразу же отправимся спать, потому что завтра у нас большой день. Завтра у нас большая дорога в Чехию. Посмотрим, что там будет происходить. Там обещает и погода, и сама Прага быть красивой, веселой. В общем, классно проведем там время. Но на этих улицах тут площадь за площадью начинается. Вот, мы будем просто идти прямо и наблюдать все эти красоты. Сделаем потом круг и вернемся в отель. Я думаю, можно будет на метро поехать тоже.
like a good personality. Все меньше и меньше людей на улицах. Сейчас время где-то 10:30. Очень красивая площадь. Так, может быть, есть смысл сюда пойти? Sì, qua a Saronno, poi ci sa arrivare a Saronno, come fare per le 3:30. Ah, no. Leggimi. Очень много тут брендов всяких. Интересно, в какой момент Австрия перешла на каннабис? Я что-то даже не слышал. Наверное, после того, как Чехия легализовала. Но раз они открываются в центре города, прям на самой дорогой улице, то, наверное, дела у них идут хорошо. Тоже красивый магазин. Хрусталь продают. Какие-то красивые наборы для кухни. Я думаю, лучше идти там, где просто людно, чтобы не так сильно резать в закоулки. Моцарт. Моцарт везде висит. Шваровский, смотрите, какую красоту сделал. Красивый у него магазин здесь. И вот они сделали вместе с дворцом императорским вот такую вот красоту.
Еще одна площадь. Здесь мы даже, по-моему, не были. Моцарт, Бах, Чайковский, Шуберт. Концерты проводят. Посмотрим вечерние скульптуры.
какой красивый Пелос. Сейчас идем еще посмотреть одну достопримечательность. Как дверь скрипит, смотрите. Закрывается с таким страшным звуком. Так, сейчас надо понять, куда нам идти. Что это? Альбертина. По-любому Альбертина это галерея. И пойдем сейчас посмотрим, сколько она высвечена, что мы сможем ее вечером увидеть в полной красоте. Hola. Hi. Hola. 진짜 말갈량이 같다. Nice. Вообще космос. Так, я думаю, там не обойти. Поэтому пойдем спустимся там же по лестнице. 머리가 갈 길을 잃었네. 내 머리카락. Так, сейчас глянем. Здесь вот есть на карте вот этот сад. Но чтобы увидеть, что за ним, Хольфбург Вен, нам нужно сквозь него пройти, если это возможно. Но туда почему-то никто не идет и никого нету. Страшновастенько. Может, там охрана не пускает. Ух ты! Я думаю, видно будет ничего. Вон. Видать, там свет уже выключили. Может быть, сейчас... он уже закрыт, да. Уже даже свет не горит. Я вам сейчас покажу фотографию, посмотрите, что это такое. К сожалению, не успели мы добраться в дневное время. Поэтому продолжим наш путь по центральной улице. Сейчас спустимся здесь. Нет, стоп. Давайте вот сюда пойдем. Сократим немножко путь и вернемся к достопримечательностям и парку, если еще свет не выключили. Друзья, я нахожусь сейчас в центре Вены, Австрии. И хочу сказать, что не зря мне друзья и многие советовали сюда приехать, посмотреть эту страну, этот город. Он действительно красивый, с большой историей. И даже за полдня я настолько впечатлился этим прекрасным местом, что я бы сказал, что Вена вообще может являться действительно самым красивым городом в Европе. Именно с точки зрения архитектуры,
именно с точки зрения вот этого готика, барокко стиль. Вот пока круче Вены еще не видел. Посмотрим, что будет дальше, но Вена очень замечательный, красивый город. Всем советую приехать. Пока. Ну еще и в заключение на сегодня я вам покажу из самых ярких точек, как выглядит центральная площадь Марии Императрицы. Мы сегодня были днем. В этом месте было очень красиво наблюдать за всем этим. И теперь у нас есть возможность посмотреть на это вечером. Смотрите, как это все масштабно. Как это все масштабно и красиво. Когда это видишь в первый раз, дух просто захватывает. Красота. Красиво. Ну что ж, дорогие друзья, мы провели прекрасное время в Вене, 2023 год. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Но мы продолжаем наше путешествие в замечательную страну Чехию и ее столицу Прагу. Счастливо!